связи с появлением различных версий обстоятельств атаки турецкого истребителя F-16 на российский самолет Су-24М в небе над Сирией 24 ноября, хочу представить вам всю фактическую картину этого беспрецедентного по своей вероломности события. При выполнении боевой задачи 24 ноября в результате огневого воздействия произошло чрезвычайное происшествие, боевая потеря самолета Су-24М бортовым номером 83. В 9 часов 15 минут поступила боевая задача нанести удар в районе НП Кипир, Мартлу, Захия на севере Сирии. Для выполнения данной боевой задачи были определены два экипажа самолетов Су-24М, в том числе экипаж в составе подполковника Пешкова Валерия Анатольевича и штурмана капитана Мурахтина Константина Валерьевича, самолет номер 83 с боевой зарядкой по 4 АФАВ 250-270. Экипажем была назначена зона дежурства в воздухе в районе населенного пункта Маарет-эн-Науман на эшелонах 5800 и 5650 метров соответственно. Взлет с аэродрома Хмимим произведен в 9 часов 42 минуты, в 9 часов 52 минуты Су-24М вошел и 34 минуты находился в зоне обнаружения радиолокационных средств ВВС Турции. Через 20 минут после занятия экипажем зоны дежурства в воздухе с командного пункта авиабазы Хмимим поступила команда на уничтожение скопления боевиков в заданном районе. Экипажи последовательно выполнили боеметание по двум назначенным целям и осуществили повторный заход левым разворотом для поражения оставшихся двух назначенных целей. В процессе нанесения удара по цели, расположенной на удалении 5,5 километров к югу от госграницы Турции, в 10 часов 24 минуты экипаж подполковника Пешкова выполнил боеметание, после которого был сбит ракетой воздух-воздух с самолетом F-16 турецких ВВС, взлетевшим с аэродрома 8-й авиационной базы Диярбакыр, расположенного на территории Турции. При анализе видеозаписи индикатора воздушной обстановки, поступившей из командного пункта ВВС Сирии ПВО Сирии, обнаружена отметка о воздушной цели, осуществляющей полет на скорости 810 км со стороны Турции в направлении госграницы с курсом 190 градусов. После сближения турецкого истребителя с самолетом Су-24М на расстоянии, равном дальности пуска ракеты 5-7 км, что свидетельствует о нахождении самолета F-16 на территории Сирийской Арабской Республики, истребитель выполнил резкий маневр вправо со снижением и пропал с экрана индикатора воздушной обстановки. В соответствии с материалом объективного контроля средств ПВО, турецкий самолет находился в воздушном пространстве Сирии 40 секунд и углубился на ее территорию на 2 километра, а российский бомбардировщик государственную границу Турции не нарушал. Пуск ракеты подтверждает экипаж самолета ведущего. После боевого применения по цели и разворота влево на курс 130 градусов он наблюдал слева от себя факел и шлейф белого дыма, о чем доложил в эфир руководителю полетами. В 10 часов 25 минут руководитель полетов зафиксировал пропадение радиолокационной отметки на индикаторе кругового обзора от самолета Су-24М. На его дальнейшие запросы и запросы экипажа самолета ведущего подполковник Пешков не отвечал. Необходимое подлетное время самолета F-16 с авиационной базы Диярбакыр из положения дежурства на земле к месту пуска ракеты составляет 46 минут. Из них 15 минут подготовка и взлет самолета и 31 минута время полета к рубежу пуска. Таким образом, перехват самолета Су-24М из положения дежурства на земле с аэродрома Диярбакыр невозможен, так как необходимое время подлета превышает минимальное время для атаки цели на 12 минут. При этом результаты объективного контроля РЛС Сирии подтверждают нахождение в воздухе двух F-16С в зоне дежурства с 9 часов 11 минут до 10 часов 26 минут в течение 1 часа 15 минут на высоте 2400 метров, что говорит о заранее спланированной акции и готовности истребителей действовать из засады в воздухе над территорией Турции. Необходимо отметить, что прекращение маневрирования самолета-истребителя в зоне дежурства и начало быстрого выхода в упрежденную точку пуска произошло за 1 минуту 40 секунд до максимального приближения самолета Су-24М к сирийско-турецкой границе. Способ выхода самолета F-16Н в зону разрешенных пусков не по кривой погоне свидетельствует о наведении истребителя с наземного пункта управления. Действия же турецкого самолета после пуска ракет на территории Сирии, форсированный разворот с потерей высоты и уход под нижнюю границу зоны обнаружения средств ПВО также говорит о вероломности и плановости действий экипажа. При этом средствами объективного контроля аэродрома Хмимим и самолета ведущего не зафиксировано ни одного запроса экипажа турецкого самолета в адрес наших летчиков на оговоренной ранее частоте. Удивительная готовность турецких СМИ к освещению инцидента.
Удар ракеты воздух-воздух осуществлен пилотом самолета F-16 ВВС Турции в 10 часов 24 минуты, и уже через полтора часа видеоролик с падением самолета был размещен на Ютубе турецкой частной телекомпании. Ракурс съемки позволяет определить ее возможное место. Оно находится на территории, контролируемой радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР. Оператор знал время и место, с которого было бы возможно сделать эксклюзивные кадры. Оперативное появление в месте приземления пилота, банд боевиков и публикация видеоролика с данными происшествия в интернете через полтора часа свидетельствует о заблаговременном информировании террористов о готовящейся провокации для ее видеодокументирования и размещения снятых материалов в социальных сетях интернета. Все эти факты явно свидетельствуют о заблаговременной подготовке к уничтожению самолета и информационному освещению этих действий с применением ВВС Турции незаконных вооруженных формирований турецких информационных агентств при активной поддержке средств массовой информации. Руководство авиационной группировки России после подписания 23 октября 2015 года меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, осуществляющим руководство коалиционными силами, неукоснительно выполнялись меры по предотвращению инцидентов между военными и воздушными судами Министерства обороны России и стран коалиции, участвующими в операции. В соответствии с этими договоренностями, с пункта управления ВВС России на авиабазе ХМИМ представителям ВВС США была заблаговременно передана информация с указанием района применения нашей пары бомбардировщиков Су-24 и занимаемых эшелонах. Поэтому заявления различных официальных лиц Турции о том, что они не знали принадлежности нашего самолета, вызывают недоумение. Более того, турецкое военное руководство грубо нарушило все международные законы о порядке действий по охране государственной границы в воздушном пространстве. Также хочу обратить ваше внимание, что от турецкой стороны после трагедии не последовало ни извинений, ни предложений помощи в поиске и эвакуации экипажа. Несколько слов о поисково-спасательной операции, которая была проведена для эвакуации с места приземления штурмана самолета капитана Мурахтина Константина Валерьевича. Хочу выразить благодарность всем ее участникам за четкие, слаженные действия, выдержку и хладнокровие, проявленные в сложившейся обстановке ночью в окружении боевиков, приведших к благополучному возвращению летчика на свой аэродром. Как только капитан Мурахтин оказался в безопасности по району, где его успешно искали боевики, усиленно искали боевики, и еще несколько других хорошо оснащенных и экипированных групп, были нанесены более чем массированные сокрушительные удары нашими бомбардировщиками. В заключение хочу сказать, что горжусь летчиками воздушно-космических сил, техниками, командирами, обеспечивающим персоналом, которые выполняют боевые задачи в рамках борьбы с международным терроризмом в Сирии. И хочу выразить свои глубокое соболезнования родным и близким подполковника Олега Пешкова и рядового Александра Позынича, который погиб, спасая наш экипаж. Мы не бросим семьи наших товарищей и будем оказывать им всю необходимую помощь. Благодарю за внимание.